Всем привет! Вы на канале Аксель Франк. А сегодня у нас про то, как кота Арчи после его чудесного возвращения приняли дома родственники. Все оказалось не очень просто. Ну, вот видите, эти кадры я уже показывал. Это буквально вот кота принесли. Он пошел перекусить, кот Вилли его обнюхивал, говорит, ага, заявился. Меня спрашивали, как кошка Анфиса вот относилась к пропаже Арчика. Она беспокоилась о нем. Мы держали дверь закрытой ночью, потому что обычно у нас дверь ночью открыта на предохранителе. Стоит, коты могут свободно выходить, заходить. Но пока Арчика не было, мы закрывали дверь, потому что кошка Анфиса могла пойти его искать. То есть она проявляла такое беспокойство и переживала. И, в общем-то, когда он нашелся, когда он закричал, вот его крик раздался, Анфиса просто бесновалась, тут прыгала, была рада. Но потом, уже в первый день к вечеру на Арчика все стали рычать. Кот Вилли сначала так интересовался, потом стал на него рычать и скалить зубы. А Анфиска там просто шипела на него, задиралась. И, я так предполагаю, они ему делали выговор. Ты где это, гад, шлялся? Мы тут волновались. Да. А он сидит. А я, говорит, а я что? А я ничего. Я, говорит, погулять пошел. У меня, говорит, инстинкты, может быть. Ой. Так что родственничкам он тоже по нервам полазил хорошенько. Думаю, надо подписаться. Что? Почему на Арчика рычите? И шипите? Куда же это Анфисончик намылился? Здесь еще первый день после того, как вернулся Арчик, Анфиса еще гуляет свободно. Вот так, да? Анфиса, ты куда пошла? Потом в какой-то момент мы ее ограничили, я вам расскажу про это. А я, говорит, на поле за мышью. Куда, говорит, на поле за мышью. Этот день у нее был чрезвычайно удачный в плане охоты. Просто супер был. Давайте подойдем, посмотрим. Куда же это Анфисончик намылился? Впрочем, вы сами все увидите. Пошла на поле, говорит, пойду мышу поймаю. Налево, направо, нет ли машины. Теперь на поле. В отношении кота Арчи вы видели в прошлом ролике, где я разговаривал, про разговор с соседями рассказывал. Кот Арчи у нас гуляет исключительно на поводке. Он на улицу ему надо выйти, я цепляю ему шлейку, и на шлейке его вывожу гулять. Он успешно поохотился, умудрился успешно поохотиться, но это было, конечно, просто безобразие. В гараж залетела птичка, он зашел в гараж и ее поймал, просто находясь на поводке на шлейке. Вот так вот. Это было, конечно, возмутительно. Мы не одобряем, крайне не одобряем охоту на птичек. Здесь он ходит, он за мышью прыгает периодически, пытается поймать. Но мышь он пока на поводке еще не поймал. А мы заказали ему нормальную шлейку. Это у него такая шлейка декоративная. Он худой, такой стройный. Он из этой шлейки, если захочет, он из нее просто вынимается и все. То есть, как ее не затягивай. То есть, ему надо более такую, более серьезную, которая бы не снималась по его желанию. И варианта гулять с GPS мы сначала гулять с GPS отправляем Анфису. То есть мы хотим просто... Анфиса, она более... она кошка, да, у нее нет такого гулять идти куда-то. Она вообще, в принципе, далеко от дома не отходит, да, она рядышком где-то. Но мы решили ее погулять какое-то время на GPS, с трекером, и посмотреть, куда же все-таки она ходит максимально, чтобы просто знать ее маршрут. С Арчиком никаких прогулок до конца туристического сезона ему полагаться не будет. А по окончании туристического сезона, там будем посмотреть. Эта компашка привыкла к тазу, это уже их мебель.
посудой. Я им стал даже просто насыпать, если их нет, насыплю, уйду. Потом смотрю, поели. Приплывают, они уже знают, что там у них есть такая кормушка стационарная, куда можно подплыть, где можно перехватить. Розы красивые. И там же клубника, вот там мелкая клубника, очень, очень вкусная. А это я ходил, когда искал кота Арчи по соседям. Wo bist du? Oh. So. Braver Hund. Браво. Tüchtig, Bravo. Браво. Bravo. Hopp. Еще один мой друган. А где хозяйка? Он старенький на самом деле. Да, старенький он. А где хозяйка? Вы видели длинношерстная такса, которая плавала. Это соседи домов через 8 от нас. Они из Фаральберга. Ему уже 84, кажется. Ей около 80. Это Анфиса с мышью, да? Принесла мышь в этот день. Сожрала, он сидит. И мы с ними давно познакомились. Вино периодически с ними пробуем, дегустируем. Так общаемся. Он очень известный человек в Австрии в бумажной промышленности. Он владелец, но раньше он активно работал, а сейчас он уже является членом, владеет контрольными пакетами акций именно в сфере бумажного производства бумаги. И его компания имеет, в том числе в Болгарии, Румынии, есть филиалы. Такой очень интересный человек с таким жизненным опытом. У него эта собачка, которая на меня раньше лаяла. У меня несколько видео есть, где эта собачка на меня лает. Потом она лаять на меня уже практически перестала. Это мои упражнения в кулинарии. Там внутри, это я его испек. Начинка – это пюре с фаршем. Обжарил фарш, перемешал с пюре, луком, обжаренный лук, и все вместе получился очень такой неплохой пирожок. Смотрите, уже буквально на 3-й день Арчик и кот Вилли все. То есть они спинами прижавшись лежат. То есть у них полная дружба. Все. Друзья. Опять. Так, это у нас Анфисончик, и у нее вторая мышь. Вторая... Это не мышь. Это не мышь, это птичка. Вот гадина. Вот гадина. Тут кровище этот утренней мыши осталось. А сейчас у нее птичка. И птичка уже готова. Да, птичка уже готова. Вот гадина. Это был тот же день, она сбегала и еще принесла птичку. Неудачный день был для птичек. Что поделать? Анфисия, она вообще с Арчиком до сих пор. Уже сколько дней прошло, да, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье, понедельник, 5 дней, да, сегодня я звук записываю 5 дней со дня возвращения Арчика. И если кот Вилли с ним абсолютно уже все, друзья, то Анфиса пока шипит и проявляет всяческую такую нетерпимость. Нету сестринской дружбы. Я надеюсь, все наладится. Еще бы у нас погода наладилась. Я активно катаюсь на доске. Мы с сыном. Сын на доске. У нас заряд хватает как раз на двоих. То есть один прокатится, потом другой прокатится. Это еще одно мое упражнение в кулинарии. На этот раз начинка – это картофельное пюре, а сверху индюшка, ветчина из индюшки. Видите, они открыты, но сверху перекрыто такой индюшачий. Анфиска лежит там за горшком Арчи, и она на него шипит. Просто лежит, шипит на него. Да, Арчик пошел. С другой стороны, Арчик такое существо. В Болгарии есть такое выражение: под кожу влазит. Способен наладить отношения с кем угодно. Смотрите, это мой коллега. У него гидрофойл. А это кот Арчик ест кабачковую икру. Я вам говорил в одном из роликов, что стал заказывать кабачковую икру украинскую, и очень вкусно, здесь можно заказать. Я ее использую для бутербродов. Хлеб черный, кабачковая икра, сверху кусочек сыра листового.
Но оказалось, Ирина ест вот эту кабачковую икру в прикуску, картофельное пюре ко всему, ну, просто как вот такой, как закуску. А кот Арчик, на удивление, Анфиске давно нравилась икра, а кот Арчик оказался тоже любитель кабачковой икры. Ладно, вот такие дела. Я буду держать в курсе, как там отношения Анфисы и Арчика. На этом все. Пока-пока.